общем, я переехала в Нью-Йорк, и это было очень интересное время моего выживания, потому что приехала с 2 словами на английском языке «thank you and hi», и я вообще не шучу. В Amazon я была программ-менеджер, в Microsoft я была project-менеджер. Это все-таки немножко по-разному, потому что здесь мы строим что-то одно большое, а здесь мы делаем много маленького, но каждый день. Я была уверена, что я не говорю по-английски, не понимаю по-английски. Мне было безумно страшно за мой английский. Человек, который помогает, он себя чувствует гораздо лучше от того, что он смог помочь. Всем привет! Я Наташа Васильева, и это подкаст «Сразу в президенты», где мы разбираем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я поговорила с Ирой. Иру я знаю очень давно, и это восхитительный человек. Ира из маленького города, и она переехала сначала в Москву, где она работала в студии Артемия Лебедева, а затем она переехала в Америку без знания языка, и через много лет она устроилась в свою собственную компанию мечты Amazon. Она также поработала в Microsoft и сейчас еще раз возвращается в Amazon. История Иры полна очень неожиданных поворотов. Мне было необычайно интересно с ней пообщаться. Добро пожаловать и приятного просмотра. Привет, Ира. Представься, пожалуйста. Расскажи пару слов о себе. Меня зовут Ира, я живу в Сиэтле. Я оригинально из России, но переехала в Америку почти 14 лет назад. 2 года мы прожили как семья в Нью-Йорке, и почти 12 лет мы живем в Сиэтле. Если мы говорим про профессиональную среду, я Program Project Manager, но не технический, у которого больше 18 лет опыта, и очень интересная рабочая история. Если говорить про личную жизнь, то я мама 2 детей, и если говорить про весь остальной мир, я еще люблю заниматься хендмейдом, я очень люблю волонтерить. Я человек, у которого куча энергии, который пытается эту энергию применить в правильном русле. И мы здесь сегодня, чтобы обо всем этом поговорить. Окей, очень классно, очень приятно познакомиться зрителям с тобой, потому что мы уже знакомы. Расскажи, пожалуйста, о детстве. Расскажи, где ты выросла, в какой семье, чем занималась. Я из очень-очень-очень маленького города на Волге. Город называется Вольск, Саратовская область. Я про свой город мало, я не могу ничего сказать. Когда меня спрашивают, объясни, откуда ты, я не могу объяснить. Это маленький, очень маленький город, который известен своими цементными заводами. Есть городская легенда, что на нашем цементе стоит Кремль, но это, возможно, просто легенда. Я из многодетной семьи. Моя мама учитель математики, мой папа инженер. И у меня 2 младшие сестры, я такой типичный старший ребенок. Я не могу сказать, что у меня было какое-то выдающееся детство, хотя я вспоминаю его с огромной теплотой. Мне безумно повезло с родителями. Мне радостно, что я чем больше анализирую свою жизнь, тем больше понимаю, что у меня все было идеально. У меня была всегда поддержка со стороны семьи. Я не выросла в сильно обеспеченной семье, но при этом, возможно, это помогло мне вырасти человеком, который никогда не устраивал какие-то запредельные ожидания от себя. Я закончила школу в своем городе, я выросла, вся моя жизнь прошла в одном маленьком доме, и в моей школе работала моя мама, поэтому я была все время под чутким приглядом. А в конце 11 класса я думала о том, что я буду поступать на мехмат, потому что мама математик, но я думала, что буду поступать как заочно, потому что университеты были далеко, и вообще я мамина дочка. В общем, я сейчас закончу университет заочно, параллельно закончу училище и пойду работать учителем математики, как моя мама. При этом я ненавижу учить людей. И это было просто, видимо, план, который строили мои родители. В конце 11 класса в России начал проводиться эксперимент. Это называлось централизованное тестирование. Насколько я понимаю, это в итоге переросло в то, что сейчас называется ЕГЭ. И там это были тесты, которые сдавались где-то в середине года и которые, в принципе, могли быть зачислены как вступительные экзамены в определенные вузы. У меня было слабое место — это русский язык. Я абсолютно неграмотный человек. И это причина, почему мои родители даже не рассматривали вариант, при котором я буду поступать на дневное отделение. Тут случается чудо. Я совершенно необычным образом сдаю это тестирование очень хорошо, и мои родители принимают решение, что я поступаю на дневное отделение на мехмат. И мне кажется, это был переломный момент во всей моей жизни, потому что меня отрывают от семьи, отправляют за 150 километров, и я начинаю жить свою жизнь. Я
училась в Саратовском государственном университете, на мехмате, на педагогической специальности. Параллельно мне предложили, я закончила, теперь это называется, там университет запустил эксперимент, и сейчас это называется Институт дополнительного профессионального обучения, тогда это никак не называлось. В общем, я счастливый человек, который параллельно получил 5-летний диплом мехмата и бакалавр в бизнес-администрировании и маркетинге. На фоне всего этого безумия мне показалось мало, и в конце 4-го курса 1-го диплома я вышла на свою первую фулл-тайм работу. А тогда мы говорим о 2005 году, тогда технологии только пришли в Саратов. Я не знаю, как про весь остальной мир, но вот интернет тогда только-только зарождался. Я пришла в великолепную компанию, которая называется «Мебельная фабрика Мария», и там я занималась всем, что касается интернет-продвижения бренда. В тот момент целевая аудитория была больше на Москву ориентирована, потому что, естественно, в глубинках тогда интернет был через, не знаю, телефон. И тогда естественно, большая часть моей работы была ориентирована на это. Но да, это было очень крутое время, потому что я не спала, не ела, я металась между своими университетами и работой, но при этом у меня была невероятная поддержка со стороны всех. То есть на работе меня поддерживали, потому что у меня там получалось. А в университете меня терпели, потому что у меня, видимо, тоже получалось. Второй университет, я вот сейчас ехала в машине и пыталась вспомнить, как я там что-то сдавала. Я вообще не помню. Вот, видимо, настолько вот в памяти это болезненное все вытеснило. Ну, то есть я не помню, чтобы я проводила время с друзьями. Я последние 2 года университетов вообще не помню. Но у меня точно есть дипломы. И мне точно платили зарплату. То есть, вот. А когда я закончила университеты оба, там разница была немножко небольшая. То есть я закончила в итоге образование чуть позже, чем все мои сокурсники. У меня случилась депрессия, которая случается у всех людей, которые заканчивают университет. Куда податься, кому я нужна, и вообще, вроде бы на работе я уже все попробовала, и там тоже расти было особо уже некуда, и я там получала какие-то просто нецензурные деньги для Саратова, но при этом у меня было такое ощущение, что вот у меня в жизни уже все случилось. А в этот момент у меня случается любовь, и мне нужно срочно переехать в Москву. Я выбрала, естественно, очень интересный способ. Я пришла, поплакала в кабинете своих программистов, и они мне говорят, ты подайся на работу, езжай туда работать. Я говорю, а куда подаваться работать? Мне говорят, вот есть студия Лебедева, есть Яндекс, там классные компании, и Газпром. Я всем написала. Мне сказали, напиши, я написала. Я всем написала, и первая компания, которая отозвалась, это было короткое письмо от Дениса Шохина из студии Лебедева, в котором было 3 слова. Звоните, приходите, поговорим. Я 1000 лет прошло, я до сих пор помню. Я позвонила, пришла и поговорила. Нужно сказать, что в тот момент, когда это все происходило, я имела очень расплывчатое представление о том, что такое студия Лебедева. Я не видела, то есть, во-первых, интернет был не так сильно развит, это было вне зоны моих интересов, в зоне моих интересов было 33 учебы и вот это все выживание. Но я приехала туда, и да, я прошла интервью, причем я помню, что я к нему, естественно, никак не готовилась, и вот этот весь антураж и все, что там происходило, оно, возможно, поэтому я и получила работу, потому что вот эти все ахи, вздохи вокруг студии, я не знала, о чем это. Я потом узнала, но в тот момент я не знала. И вопрос, который я задала в конце интервью, который мне потом вспоминали, я сказала, а когда я узнаю, что у меня есть работа? И с этим я уехала в Саратов. Я очень быстро узнала, что у меня есть работа. И я вышла через какое-то время, закончив свои отношения с Саратовым, я вышла, собственно, руководить менеджером в отдел иллюстраторов студии Артемия Лебедева. Это был потрясающий опыт в моей жизни, о котором я могу, не останавливаясь, говорить. То есть когда меня спрашивают про мое образование, я могу сказать, у меня есть мехмат, у меня есть бакалавр, а еще у меня есть 4 года почти 4 года в студии Лебедева. Там, как менеджер, как профессионал, я считаю, что я выросла, и я там выучила гораздо больше, чем во всех моих университетах на тот момент. Там я попробовала в плане менеджмента абсолютно все. У меня там было просто любые кейсы, которые я до сих пор использую на своих интервью, они у меня там случались. Мне, опять же, там безумно везло с людьми. Я каждый день училась там чему-то новому. Я каждый день соприкасалась с людьми, от которых можно просто сидеть, открыв рот, слушать, и это не кончится. Я там выросла до руководителя отдела.
Я там пережила кризис 2008 года со всеми приключениями, которые касались дизайн-индустрии в тот момент, потому что, естественно, когда случился экономический кризис, первая индустрия, ну, возможно, не первая, но одна из первых индустрий, кого это задело, это был, естественно, дизайн. Потому что когда люди не знают, что завтра кушать, последнее, что их волнует, как что-то рекламировать, и как украшать, и как создавать дизайн вокруг этого. Я помню, для меня, когда меня спрашивают про кризис 2008 года, я помню, как я ехала на этом длинном эскалаторе на Пушкинской. Он такой какой-то невероятно длинный, и по обе стороны висят рекламные щиты. И я помню, что я каждый день ехала, и каждый день рекламных щитов, заполненных рекламой, становилось все меньше, меньше и меньше. И я понимала, что вот это уходят люди. То есть вот уходят зарплаты, деньги, зарплаты у дизайнеров, у маркетологов, у людей, которые вот вижуалы, у них у всех уходит работа и зарплата. И это было непростое время, но я была безумно благодарна, что я была там в это время. Потому что мне кажется, что в плане вот как бизнес выживает в критической ситуации, я такого опыта, наверное, ну вот я до сих пор, там, когда сейчас разговаривала, я жалею, что я, например, не была полноценным сотрудником во время ковида, потому что мне кажется, что по сравнению, вот по степени кризис выживания в компании и управления этой всей ситуацией, это был просто невероятный опыт. Ну, потом я влюбилась, как всегда это бывает, и, ну, в общем, я переехала в Нью-Йорк, и это было очень интересное время моего выживания, потому что я приехала в Америку по студенческой визе. И приехала с 2 словами на английском языке «thank you and hi», и я вообще не шучу. То есть у меня в школе был немецкий, я в университете учил немецкий, и как-то у меня вот, я не знаю, как так получилось, но у меня получалось избегать английского языка. Вот я жила такой человек, который не говорил по-английски, не понимал английский и не очень интересовался английским языком. И тут я попадаю в ситуацию, когда меня никто не понимает, и прикладная профессия у меня связанная с разговорами, с коммуникациями на 90%. И я потратила... Вот когда я разговариваю как волонтер с Return to Work программами, которые я могу потом остановиться, с ними поговорить, я считаю, что у меня в моей профессиональной карьере случился разрыв в 10 лет. То есть вот я 10 лет потратила с момента моего переезда в Нью-Йорк до момента, когда я вернулась, с моей точки зрения, в профессию, прошло 10 лет. Если открыть мое резюме, то это будет не так. Потому что дорогу, которую я выбрала для себя, она не была такая, что вот я сидела и ничего не делала. Я постоянно работала. Там так получилось, что я поучилась в университете полгода, а потом в силу миграционных моментов мне пришлось выйти на работу. Но у меня работа была part-time, она была удаленной, и она была, во-первых, из технической сферы, которую я, простите, не люблю. Я не технический менеджер. А во-вторых, эта работа, она все-таки, я ее воспринимала как просто способ находиться в стране легально. То есть мне нужна была рабочая виза, мне предоставили работу, которая мне эту визу, и я там работала. А работала я, в резюме написано, что я работала веб-сайт-девелопер, но я работала скорее даже таким менеджером /веб-сайт-девелопер. То есть я примерно занималась тем же интернет-маркетингом, только уже на американский рынок и на более специфический. То есть была компания, которая умирала, я могу об этом сказать, потому что они ее закрыли уже, вот, и которая, опять, если это история про «мне повезло с людьми», потому что человек меня поддержал, и у него была компания, которая медленно-медленно угасала, и он ее все планировал закрыть, но я ему говорила, понимаешь, что вот мне бы еще до моей грин-карты еще столько-то времени, давай мы еще поработаем, я найду тебе клиентов. И к моменту, когда я уже была готова уйти из этой компании, в ней оставалось 3 людей. Я, директор компании, и его жена, которая выполняла функции бухгалтера. Вот. А когда я получила грин-карту, мы уже переехали в Сиэтл, и мы праздновали по скайпу с алкоголем очень шумно, потому что он с женой купил кофе-бизнес, и они сейчас прекрасно, у них там сеть кофеин в Вирджинии, заходите к ним, они хорошие. Вот. Но да, это был... Но я использовала это все как возможность учить язык, возможность смотреть, как это происходит изнутри, но при этом я могу об этом говорить, он знает об этом, я использовала постоянно Google Translator, я не присутствовала ни на каких митингах, вся коммуникация со мной происходила через имейлы, именно потому что все понимали. Мы просто всем объяснили, что у меня очень плохой язык, но им
их устраивал мой технический бэкграунд и то, что я умею делать руками. Ну, точнее, верстать веб-сайты, верстать странички. Их устраивало качество моей работы, плюс моей квалификации было достаточно для того, чтобы выполнять эту работу и быть квалифицированным для получения рабочей визы. Потом одновременно с этим моя семья принимает глобальное решение переезжать в Сиэтл, потому что мой муж принял оффер от компании Amazon. И приезжая сюда, опять же, повезло, нас перевозила компания Dwellworks, которая занимается тем, что она адаптирует людей, помогает людям, переезжающим в Сиэтл по работе, найти себя в Сиэтле. И это тоже невероятный опыт, который изменил мою жизнь и которому я до сих пор благодарна, потому что параллельно с этим я начала строить свой собственный бизнес, когда я делала кукол и свой хендмейд и продавала его. И это была такая часть, где я изучала customer service на английском языке, я подтягивала язык. Но плюс у меня появилась уникальная возможность, во-первых, изучить большую индустрию, потому что это изучить Сиэтл и объяснить людям, почему им нужно выбрать именно этот район и как в нем жить. Это было такой очень нетривиальная задача, и я до сих пор продолжаю, мне кажется, эту работу работать, потому что я могу рассказать, где самые лучшие кофейни в Сиэтле, где приятно жить с детьми, куда лучше не ездить, куда не ходить. И я постоянно нахожусь в каком-то ресерче, как классно жить в Сиэтле, и я могу любому человеку, наверное, сейчас уже объяснить из любой страны, почему ему нужно переехать в Сиэтле и почему ему здесь будет хорошо. И я искренне влюблена в это место и могу об этом не переставая говорить. Dwellworks мне дал, во-первых, я перестала думать, когда говорю по-английски. Я понимаю практически любой акцент. А если я не понимаю, я знаю, что можно договориться. У меня были абсолютно... все, что касается коммуникации, я взяла из Dwellworks это на максимуме, потому что, безусловно, там были критические ситуации, когда нужно было принимать решение прямо сейчас, когда нужно было по телефону разговаривать с 3 людьми одновременно и при этом вести машину, потому что, так получилось. Плюс я познакомилась и пообщалась с людьми, которых я видела своими будущими коллегами. Потому что, забегая вперед, Amazon, естественно, стал моей компанией мечты. И я, безусловно, почти сразу захотела там работать. Особенно после разгромной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», которую они написали много лет назад, про то, как плохо работать в Амазоне, как тяжело. После этого все, это была больная любовь навсегда. Я помню, как я прочитала эту статью, и я говорю, знаешь, мы с мужем разговаривали, обсуждали, потому что статья была очень жесткая. То есть там прям... Я думаю, что подобные статьи уже после этого выходили, но по моим ощущениям, это была такая первая, и она чуть ли не на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» была, и там были интервью людей, которые работали в Амазоне, и которые рассказывали, как тяжело в нем работать. Я говорю, знаешь, я бы на месте Амазона скупила бы всю партию этой газеты и разложила бы в переговорках перед тем, как они люди, когда ждут интервью, чтобы они имели доступ к этим газетам. Я говорю, я говорю честно, я бы на месте Амазона, это первое, что я бы сделала. Я бы просто разложила их везде на видном месте по пути человека, который приходит на интервью в Амазон. Да, они такое написали. Там, ты знаешь, я думаю, что ты видела подобные статьи после этого, но там просто рассказывали то, что ты слышишь про Amazon каждый день. Про то, что работать тяжело, про то, что Amazon заставляет работать работников 58 часов в день. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, я сейчас могу ошибаться, потому что подобных статей было много, но там было про людей, которые выходили в окно. Прости, Господи, я знаю, я вообще не смеюсь, но там были, по-моему, истории, когда человек от уровня стресса решал прекратить свою жизнь. То есть это то, что постоянно выходит в медиа, это очень много о том, что люди не справлялись со стрессом и давлением, которое Amazon оказывает на своих работников. Абсолютно недавно, если помнишь, было что-то подобное, когда девушка беременная выложила о том, что ее не пустили в матернити или пустили в матернити, тоже было про это. Это есть, безусловно. Это есть, безусловно, в Амазоне. И я не буду говорить, да, Amazon такой белый и пушистый, этого не происходит. Для меня это челлендж. И меня это мотивировало на то, что я точно хочу быть частью этого. Я точно хочу, возможно, потому что я хочу это поменять, а возможно, потому что, да, я люблю такое давление, и я вижу, как я буду в этом расти.
Вот про такое давление мне говорили на всех моих работах, и то, что я рассказала про себя перед этим, это как раз показывает, что я человек, который чем сильнее давление снаружи, тем эффективнее я работаю, и тем лучше у меня получается качество в моей жизни. Возможно, это ненормально в чьей-то позиции, но это я, это моя персоналити, я с этим живу, и я абсолютно счастлива, когда я сплю 4 часа в сутки, и я все время что-то делаю. Когда я не делаю, мне начинается депрессия, антидепрессанты, я никому не нужна, я себе не нужна, и вообще все вот это. Я не такой человек, мне нужно работать, мне нужно что-то делать, мне нужно менять мир, желательно сейчас и желательно у всех людей сразу. Вот. Я это делаю. Я стараюсь это делать и пишу письма всяким людям иногда по этому поводу. Вот. Собственно, после Dwellworks и вот этого осознания, что я хочу Amazon, я стала делать все, чтобы в Amazon попасть. И это очень был травматичный, долгий опыт, потому что я попробовала все. Все, что ты берешь Google, говоришь, хочу работать в Amazon на любом языке. И у тебя появляется список в миллиард страниц, что нужно делать, чтобы попасть в Amazon. Я попробовала все. Я пробовала ходить на ивенты, которые Amazon в тот момент не так активно организовывал, сейчас гораздо удобнее, лучше организовывает. Я отдавала свое резюме на редактирование всем. Пожалуйста, люди, поредактируйте. Наверное, что-то не так с моим резюме. И если открыть мой дашборд в Amazon Application, то я думаю, что за всю историю моей попытки попасть в Amazon у меня, наверное, там около 1000 аппликаций. То есть я 1000 раз подавалась на разные вакансии. И я помню, очень долго, и мы на этом потом отдельно остановимся. Они просто висели, application, получено. А потом они уходили, то есть меня ни разу никто не написал в ответ. Никакой коммуникации. 0. Но это меня не останавливало. Я продолжала ходить на ивенты, я продолжала общаться с людьми. Когда в Dwellworks я же работала с будущими амазонцами, я им рассказывала, как сильно я хочу в Amazon, особенно в той направлении. Мне везет, опять же, мой муж там работал, я с его коллегами об этом разговаривала, я с русскоязычными людьми разговаривала, группы, не группы, онлайн-ивенты, живые ивенты, везде ходила, и было очень смешно, потому что мы жили в квартире, которые смотрели на Doppler Building. Я просыпалась, и первое, что я утром видела, это строящиеся биосферы. Теперь уже не строящиеся. Но моя жизнь была... Я строила себя вместе с этими биосферами, и каждый день я соприкасалась с этими будущими амазонцами, которые такие excited, они получили оффер, они скоро выходят на работу. Естественно, они были не все такие, потому что им еще было страшно, переезды, это все. Но в целом я чувствовала себя как... наркоман, который очень близко к своей но при этом не может ее потрогать. Нехорошее сравнение. Наступил коронавирус, и я поняла, что Dwellworks закончился, потому что, естественно, когда наступает коронавирус, наступает полная заморозка всего, и люди перестали переезжать. И я разозлилась на себя, на жизнь, это все так несправедливо. В общем, я уже готова, и вроде все это происходит. Я еще там return to work ивенты появились, и программы, я через них я начала верить, что у меня через это что-то получится. И тут случается полный локдаун, мы все садимся дома. Когда человек злится, он плачет. Я взяла и поступила в университет. Я просто решила, что, наверное, я что-то делаю не так, а при этом я общалась опять с огромным количеством людей, и мне очень часто, очень многие люди говорили: Ира, тебе нужно поучиться, тебе нужно локальное какое-то образование, потому что, возможно, в этом дело. Я загуглила, как учиться project management в Америке. Первая ссылка, которая была, естественно, была Commercial University of Washington. Вышла эта Project Management Certification Program от University of Washington. Потом я выяснила, что это программа, которая готовит людей к PMP. И состоит она на самом деле не из 3 месяцев, которые я увидела в рекламе, а из года. Но я на нее подалась, они меня взяли. И так во время коронавируса я не только родила дочь, но и случайно, я закончила первые, наверное, это называется триместра, то есть там 2 куска по 3 месяца.
я закончила вот это вот обучение. Третий кусок, он у меня немножко подзавис по нескольким причинам. Причина номер один — это то, что, послушав то, что говорят все адвайзеры, я это образование, как только начала, поставила его в свое резюме. Я сразу добавила его и на LinkedIn, что вот я начала учиться в университете Вашингтона. Ну и так получилось, что это действительно сработало, потому что и индустрия немножечко разморозилась. Компании поняли, что несмотря на то, что ковид, мы все равно можем продолжать нанимать людей, потому что люди могут работать удаленно. И даже восприняли это как opportunity. Вот. И случился волшебный день в моей жизни, я до сих пор его помню, потому что мне начали писать рекрутеры, и это были контрактные рекрутеры, то есть staffing agency. У меня начали появляться какие-то интервью, они были поверхностные, но они были уже... Я уже разговаривала с людьми, которые меня понимали и понимали, чего я хочу. И одним из таких интервью попалась фея Меган. Я люблю Меган, и я позже объясню еще, почему я ее люблю. То есть мы до сих пор общаемся, прошло 3 года, и я надеюсь, будем дальше общаться. Меган — это первый рекрутер в моей жизни, который в меня поверил настолько, насколько я не понимаю, как это случилось. Потому что мы с Меган познакомились, на самом деле, в январе. Я это забыла. Она позвонила мне и хотела предложить мне работу менеджера в компании, которая оформляет лампочками витрины коммерческие. В процессе разговора она и я поняли, что я вообще для этой работы, не я это не то, что нужно. Но Меган решила на этом не остановиться и сказала: а что ты вообще от этой жизни хочешь? Я сказала: знаешь, Меган, я хочу работать менеджером в компании Amazon. Она говорит: хорошо. И разговор закончился. А потом, через 4 месяца, мне позвонила Меган и сказала: а вот я тебя помню, и ты хотела быть менеджером, и у меня для тебя есть роль. Это не менеджер. Это, по-русски я бы сказала, там они искали секретаря. Но оно называлось как-то так вот, что-то менеджер в Амазоне. Она говорит: хочешь? Пойдем. Я говорю: слово менеджер есть, слово Амазон есть, конечно, пойдем. Параллельно с этим разговором я записываюсь на Return to Work event от Амазона, и через платформу не я запрашиваю интервью с рекрутером, а рекрутер запрашивает интервью со мной. Оказывается, такое бывает. Но это был отдельный разговор, он потом случился. Меган перезвонила мне через пару часов и сказала, что, к сожалению, наша компания и компания Amazon считает, что ты не подходишь для той роли, про которую я говорила, потому что мы считаем, что ты overqualified для этой роли. Но у меня есть открытая позиция программ-менеджера. Если ты хочешь, начинаем прямо сейчас, потому что они хотят закрыть эту роль в течение 3 дней. И у меня случается интервью с Амазоном, с контрактным, и у меня случается разговор с рекрутером из Return to Work. Рекрутер из Return to Work мне говорит: ты подходишь для компании Ring, но тебе нужно будет пройти 88 интервью, и это не оффер, это возможность. А команда, которая у меня собеседовала, Меган, говорит: вот тебе оффер, 24 часа на принятие решения. И тут мне опять повезло с людьми, потому что я взяла это письмо Меган и написала рекрутеру из Ring, из Амазона. И говорю: у меня такая ситуация, скажи мне, выдай мне свое профессиональное мнение, что мне делать? И он мне сказал: бери то, что есть. Потому что здесь мы сейчас будем думать, раскачиваться, а у тебя уже есть возможность пойти и начать работать. Я взяла возможность и пошла и поработала. У меня был чудесный год в компании Amazon. Моя мечта сбылась. Все, как я его себе представляла, оно случилось. Моя любовь усилилась еще больше. И, к сожалению, эта вся история закончилась. Но именно потому, что контракты в Амазоне в тот момент были ограничены 11 месяцами. И то есть мне изначально мой контракт был на 6 месяцев, потом его продлили 9 месяцев, потом его продлили на 11 месяцев. Но трудоустроить они меня не трудоустроили. Хотя во время своей работы я сделала, с моей точки зрения, очень много. Я инициировала больше 6 разных проектов. Я создала продукт внутри этой команды. И команда меня очень поддерживала. Я до сих пор с ними общаюсь, почти со всеми. И у меня очень теплые ощущения, воспоминания об этом опыте. Ушла я из Амазона, потому что у меня случился контракт с Microsoft. Я ушла чуть-чуть раньше, на 3 недели до конца своего срока. Но одна из команд, с которой я делала продукт внутри, потом мне предложила пройти интервью и прийти к ним на full time.
И тот оффер, который они мне сделали по результату, он был на level 4, и с точки зрения всех условий, которые они были прописаны, этот оффер выглядел сильно хуже, чем тот, который мне дал на контракт в Microsoft. Плюс, как и все мои коллеги из России, я мечтала попробовать, что такое Microsoft, настоящий, не тот, который там, а вот настоящий. И я, безусловно, не могла потерять такую возможность поработать в компании Microsoft, потому что как человек, который вырос на Windows, я мечтала дотронуться каким-то образом до истории компании, которая изменила мою личную жизнь, потому что Microsoft Word в моей жизни с моих 13 лет, и я поработала в компании, которая его сделала. Ну, то есть у меня очень щенячий восторг был по поводу всего этого, хотя, если честно, мои ожидания, и если мы будем говорить о том, чтобы сравнить, то они, безусловно, все было не так радужно, как я хотела. Вот. Ну и в июле месяце, как и большое количество людей из Microsoft, я работу потеряла. И я думаю, что мы как раз воспользуемся нашим с тобой разговором, чтобы об этом поговорить, потому что много людей потеряла, и надежды я тогда все потеряла. И вообще это был такой момент, когда я не могу сказать, что это была депрессия, но для меня это был прям очень сильный удар. То есть я помню, что у меня прям почернело все, и мне было очень тяжело из этого выбираться. Потому что я понимала, что индустрия прям вот вообще все плохо. У меня не было, несмотря на то, что в моем резюме, мне об этом все говорили, ну у тебя такое классное резюме, у тебя там Amazon, Microsoft, да ты сейчас работу найдешь. Понимая все это, мне перестали звонить даже контрактники. Хотя я помню, что я активировала LinkedIn Premium, который вроде какой волшебный, и это тоже шаг, который мне помог в обоих поисках работы. Ничего не происходило, у меня не было никаких интервью, и жизнь стала страшной. Да, это случилось. Какое-то время было. Последний день работы в Microsoft у меня был 31 июня, если оно бывает, или 30. Последний день июня был мой последний день в Microsoft этого года. И с тех пор я гребла руками и ногами, и головой, и всеми органами, которыми возможно. Я рассылала, у меня есть мое правило, и оно работает. И этот инструмент, который я использую и всем советую, если я ищу работу, то в день я подаю не меньше 20 мест, отправляю свое резюме не в меньше 20 компаний, которые вот подходят. То есть не то, что я занимаюсь non-tech project management, пойду подамся-ка я на VP какой-нибудь Теслы, и пусть меня туда возьмут. А что это они мне не отвечают? Нет, я делаю ресерч, я трачу на это час своей жизни. Я делаю ресерч, у меня есть куча подписок от LinkedIn, и как минимум в 20 мест в день я пытаюсь свое резюме отправить, не считая всей остальной жизни. И на самом деле это не сильно сложно. Плюс я подключила всех своих друзей, знакомых, я всем рассказывала, как я тут страдаю, умираю без работы, возьмите меня, пожалуйста. Я позвонила всем рекрутерам, я позвонила всем своим предыдущим коллегам, рассказала всем друзьям, я везде написала. Результат был 0. Я начала думать, что что-то не так с моим резюме, и мы с тобой сделали по этому поводу подкаст, и еще несколько людей поработали на моем резюме, и я даже воспользовалась черной меткой и пришла к своему мужу и сказала: перепиши мое резюме, я больше не могу, ничего не работает. Мы пришли к тому, где мы сейчас. Случилось очень, кстати, очень интересно было, потому что у меня были какие-то интервью, безусловно. Не было такого, что я прям совсем в вакууме сидела. У меня было несколько интервью, несколько раз я доходила до финальных раундов, и у меня были очень интересные опыты. Например, у меня было интервью с компанией Tesla. И это был первый раз в моей жизни, когда я была на такого типа интервью, и мы можем на этом остановиться попозже, потому что это было интервью с домашней работой, и это было интервью, когда я воспользовалась возможностью использовать то, чему я научилась в университете Вашингтона. И, собственно, вот этот брейк, который у меня случился после падения Microsoft, исчезновения Microsoft из моей жизни, я воспользовалась им, и я закончила свой университет Вашингтона. То есть вот та программа, которую я взяла, я это сделала, и там последняя часть была капсула. То есть ты делаешь живой проект с двумя-тремя другими людьми, такими же студентами университета. И вот мы сделали такую капсулу с еще 2 девушками, одна из Боинга, другая из Старбакса. Мы сделали вот этот проект, и теперь я полностью квалифицирована для сдачи экзамена на PMP,
который я, наверное, может быть, когда-нибудь сдам. Но, то есть я не то, что тут прям вот страдала, я страдала своим способом. Я закончила университет Вашингтона, закончила программу сертификации. И параллельно еще я начала AI изучать, потому что я его слышу везде. Плюс я machine learning стала брать. Плюс у Coursera вышла коллаборация с Microsoft, и теперь там можно получить сертификацию на Power BI. Microsoft должен нам заплатить за это после этого. Вот, я еще это начала брать курсик. Ну, в общем, я что-то делала, но при этом очень было frustrated то, что результата не было. То есть я вот в течение дня у меня могло случиться более там 10 коммуникаций с разными рекрутерами по разным контрактам. Большая часть их отсеивалась, потому что Microsoft был клиентом этих людей, а у Microsoft существует правило 18.6, из которых из этих 18 месяцев 11 я уже проработала. То есть они меня не брали, потому что я не подходила под эту квалификацию. Ни одна команда, которая хочет нанимать, она хочет, чтобы у тебя были все 18 месяцев, они не хотят с тобой работать на короткий период. И мне либо нужно было ждать января, когда мой цикл обновится, либо искать контракт, который на 6 месяцев, которых очень мало. Ну и плюс команды неохотно разговаривают с людьми, которые... То есть Microsoft очень любит возвращающихся контракторов, но Microsoft очень не любит возвращающихся контракторов с маленьким отрезком на возвращение. Ну вот, 11 октября случилось чудо. Я не знаю, как по-другому назвать, потому что вот это была точка, в которой свершились все мои мечты относительно Амазона. Вот все, о чем я мечтала, оно случилось. И причем это очень интересно, потому что все это происходит на фоне того, что мой муж уезжает в долгосрочную командировку, и я остаюсь со всем этим счастьем одна. Но если коротко, то через LinkedIn мне первый раз в жизни написал рекрутер из Амазона и предложил аппликнуться на роль Level 5, менеджер, non-tech, и все выглядит прекрасно, потому что там бы я использовала и росла, и, в общем, все так хорошо. Одновременно практически с этим, с разницей в несколько часов, мне приходит письмо от другого рекрутера из Amazon, в котором было написано о том, что вы у нас тут аппликались на роль на Customer Success Manager Level 4, но мы считаем, что вы не Level 4, а Level 5, если вам интересно, давайте вы пройдете интервью. Ну, то есть, вот когда я прочитала, я это письмо сохранила и перечитываю перед сном, потому что вот я даже об этом вот не мечтала. И вишенка на торте, мне звонит моя любимая Меган и говорит, что у нее тоже для меня есть контракт и тоже с компанией Amazon. Вот, я сейчас прям расплачусь. Вот. То есть я занесла этот день в календарь, потому что вот все, о чем я могла мечтать, нужно сказать, что будучи менеджером в Microsoft, я безумно скучала по Амазону, мне безумно не хватало культуры, мне безумно не хватало Опять, я не ругаю Microsoft. Microsoft прекрасный. Я просто не... мне ближе по культуре и по всему на данный момент в моей жизни мне ближе Amazon. И я хотела... Я когда разговаривала с этими рекрутерами, я говорю, возьмите меня, пожалуйста, домой. Я погуляла, я посмотрела, я попробовала что-то другое, но я хочу домой, потому что вот это мое. Вот. Собственно, у меня были очень веселые 2 недели, когда кому я только уже не рыдала, потому что в какой-то момент из-за дикого количества всех этих интервью я разговариваю с человеком на интервью, и я не помню, какие истории я ему рассказывала вот сейчас. То есть я вот в течение часа уже не помню, что ему рассказывала. Вот. Но в конечном итоге команды 2, которые пришли с full-time, они сделали мне level down offer. При этом у меня есть возможность сравнить 2 оффера. Один, который был год назад, и сейчас. И они кардинально отличаются друг от друга. То есть, насколько я понимаю, мой оффер, тот, который был в quality команду, который был год назад, он был по нижней планке level 4. А тот, который я получила сейчас, он по самой верхней. Я могу судить только исходя из компенсации, исходя из того, что там написано. Опять, у меня нет внутренних никаких данных по этому поводу. Я могу судить, только сравнив их друг с другом. Вот. Но при этом, когда я разговаривала с контрактом, я могу честно сказать, что меня безумно поразил мой будущий hiring manager. Потому что, во-первых, это очень интересная для меня область, а во-вторых, это человек, который проработал в Амазоне 11 лет. И как человек, который я одержима обучением. Я считаю, что я от нее
если я свое будущее, а я связываю свое будущее с компанией Amazon, я от нее научусь как ни от кого. Поэтому было очень тяжело, потому что они очень долго принимали решения. У меня в итоге случился неожиданный луп дополнительный с ними. Но в итоге они мне в пятницу после обеда сделали оффер. И, собственно, я его приняла. И я надеюсь, что на следующей неделе я уже выхожу к ним на работу. Если почта привезет мне ноутбук, то да, то я надеюсь, что еще до Рождества я выйду к ним на работу. Но почему я хочу эту историю рассказать и почему я хотела ее подробно рассказать? Потому что я, наверное, хочу, чтобы люди, которые тебя будут слушать и смотреть, и все это думать, чтобы они видели, что за каждой историей успеха стоит огромная история страданий, боли и постоянной неостанавливающейся работы. И будут моменты, когда у тебя будет опускаться все и будет казаться, что все. Я тот человек, который говорил своему мужу о том, что неужели на моей могиле будет написано, она руководила отделом иллюстраторов в студии Артемия Лебедева. То есть я при этом нужно обязательно остановиться и сказать, что когда я переезжала в Америку, я прекрасно отдавала себе отчет, что я не вернусь в работу. И если я вернусь, то я точно не вернусь на вот тот уровень сразу, на котором я была там. Я не буду руководить таким количеством людей. У меня не будет сразу, тем более учитывая, что у меня не было языка. Я понимала, что менеджмент и менеджеры, особенно people менеджеры, это люди, которые, нельзя сразу приехать в новый мир и сказать, да, вот у меня такая квалификация, да. Но я считаю, что история, которая со мной происходит, она доказывает, что вернуться можно. Я не говорю, что моя история закончена. Нет, у меня тут еще столько планов своих карьерных. Вот. И менять мир, и расти профессионально, и помогать людям, которые в моей ситуации. Потому что при всем при этом я не остановилась и не сказала, что я активный волонтер в компании типа Path Forward и Women's Back to Work. Я очень часто разговариваю с женщинами из разных точек мира, которые очень часто это, естественно, женщины с детьми, которые думают, что вот все, их жизнь закончилась, и на их могиле напишут их студию Лебедева. У них там не студия Лебедева, у них что-то другое. Но вот кем я себя вижу дальше, я, во-первых, надеюсь, что я смогу трансформироваться в постоянного работника, не только контрактника в Amazon. И я буду дальше работать с людьми, которые на моем месте. Вот. И не нужно бояться просить помощи и задавать вопросы. А самое главное, если кто-то предлагает помощь, не нужно стоять и стесняться, потому что очень многие люди думают, я просто, опять же, могу это сказать, базируясь на опыте, который у меня есть, и на разговорах, которые со мной постоянно происходят. А очень многие люди делают ошибку и говорят, он мне предложил помощь только из вежливости. Это не так. Если человек предложил тебе помощь, даже если он тебе предложил ее из вежливости, человек, который помогает, он себя чувствует гораздо лучше от того, что он смог помочь. Потому что большинство из нас люди, и люди, они созданы для того, чтобы давать, не только брать. И как мне кажется, человек, он в какой-то момент, находясь в нужде, любой нужде, когда я говорю нужда, я не говорю про бедность, я говорю про любую нужду. Находясь в нужде, у нас, безусловно, нет ресурса давать, хотя многие находят в себе силы. Но как только большинство людей встают на ноги, как только они чувствуют в себе хоть какую-то силу, очень многих людей появляется потребность делиться, отдавать, помогать окружающим. И если к тебе приходит кто-то и говорит, я могу помочь, я могу хотя бы попробовать помочь, это нужно брать из благодарности, потому что человек, который дает, он тоже себя очень хорошо чувствует в этот момент. И да, я безумно благодарна тем людям, которые со мной через все это прошли. Опять же, это только начало, еще все впереди. Вот. И да, и я тебе хочу сказать спасибо. Если я когда пишу, мне все время говорят, то есть я всегда пишу посты с благодарностью, меня все время говорят, а почему ты не ставишь имена в эти посты? Потому что я рассеянная, потому что я точно кого-нибудь забуду. Вот. И потому что над моей жизнью, над моими успехами, за моими успехами стоит такое большое количество людей, которые я благодарна и которые меня поддерживают. Потому что я считаю, что вот это моя условная в данный момент победа — это результат работы всех людей, которые со мной.
Даже человека, который в автобусе мне уступил там место, он тоже сделал что-то, чтобы я была там, где я есть. Потому что вот не бывает мелочей. Любой ветерочек, он меняет жизнь. И вот то, почему мы сейчас с тобой об этом... Что я помню, когда мы договаривались с тобой об этом разговоре, мы не знали, какой будет результат. И он бы все равно состоялся, даже если бы было нет. Потому что я считаю, что про нет надо бы тоже было рассказать. Вот. Но да, я очень много говорю, прости, пожалуйста. Нет, очень здорово, очень трогательно. И знаешь, вот то, что ты сейчас сказала про помощь, ты сказала, что многие люди думают, что когда человек предлагает помощь, возможно, он предлагает из вежливости. И знаешь, у меня первая мысль была, как вообще? Как можно предложить помощь из вежливости? Я вот, допустим, никогда бы не предложила помощь из вежливости. То есть я предлагаю, когда действительно могу. Но, с другой стороны, знаешь, я сижу, тебя слушаю и думаю, наверное, я сама так кучу раз думала. Когда кто-то предлагает помочь, ну да, типа, особенно когда такие малознакомые люди предлагают помочь. Слушай, это классный совет. И опять я такой человек, который постоянно что-то анализирует, постоянно что-то думает и постоянно старается расширить свою data-set. И вот эту историю про вежливость и предложение помощи, я с ней сталкиваюсь не только среди русскоязычного комьюнити. Это случается всегда. И это случается и с девушкой, которой вот мы сейчас, с которой я сейчас иду за руку, которую я поддерживаю. Она вообще она из страны, которая граничит с Индией, но я забыла название. То есть вот то же самое, абсолютно та же история. Она увидела мой пост «Women's Back to Work», она мне написала, и там в ее там 3 предложения, в этих 3 предложениях слово «извини» встретилась, наверное, раз 8. Я у нее спросила, за что ты извиняешься? Она говорит, ну вот ты же, наверное... Я говорю, я написала этот пост, я разрешила этот пост написать в этой группе. Этому посту было 1,5 года. Я говорю, потому что... И там написано, что я хочу, чтобы мне писали. Она говорит, ну вот это же люди говорят... Вот люди пытаются быть nice. Я говорю, вот поверь мне, я с этим сталкиваюсь очень много. И я это вижу, и даже... Вот мое мнение такое. Может быть, это очень эгоистично сейчас прозвучит. Какая разница, из каких побуждений человек предложил помощь? Если он предложил только потому, что он хочет быть nice, пользуйся. Возможность есть. Сказать «нет» можно всегда. Остановиться, сказать «да, это не мое» можно всегда. Но вероятность того, что ты возьмешь эту возможность и перейдешь на следующий уровень, гораздо больше, чем если ты этого не сделаешь. Вот я бы скажу так. Поэтому мне предлагая помощь, я скажу «да», а там, куда выйдет. Ну и, наверное, нужно быть благодарным, потому что я благодарна, опять же, каждому человеку, и тому, кто хороший сказал, и тому, кто сказал, да куда ты рыпаешься, хватит уже, расслабься, иди в какой-нибудь, делай свой стартап, мне очень часто говорили, и я считаю, что это хороший совет, кстати. Вот, но я считаю, что я просто недостаточно mature, чтобы что-то свое строить, потому что я пробовала строить бизнес, и он в какой-то момент вышел на какой-то определенный момент, когда нужно было выходить на следующий уровень, и я поняла, что я к этому еще не готова. То есть, когда я делала своих кукол, когда я начинала расширять линейки, все, я в какой-то момент поняла, что я еще недостаточно, и мне нужно еще поучиться. Возможно, когда-нибудь я последую этому совету и сделаю что-то свое. На данный момент я хочу учиться у лучших, я пойду поучусь в Amazon. Вот. И да, это моя мечта, которая вот на данный момент у нас сбылась пока. Ну, сбылась, мы скажем, потом, когда я через 9 месяцев буду живая после всего этого. Но пока я безумно счастлива, что это происходит. Я подписала бумажки прям вчера ночью, все, которые нужно было с моей стороны. И жду, когда приедет моя коробка с ноутбуком. И, в общем, да, это будет такой настоящая рождественская история. Мы прям очень хорошо под Новый год записываемся. Вот. И я билась за возвращение в Amazon, но вот я в него вернулась. Домой. Я искренне тебя поздравляю. Ну и я лично в тебя верила всегда. Для меня было большим шоком каждый раз, когда тебе отказывали, если честно. Ну и да. Наташа, у меня есть такая теория по этому поводу. Я об этом постоянно тоже говорю, и я надеюсь, что твоя аудитория тоже услышит. Вот если я для обоих сторон сейчас это скажу. То, что ты мне сейчас сказала про то, что ты в меня верила, мне очень многие люди говорят. Ну, то есть мне говорят, ерунда какая. А я, когда ты мне это говоришь, я в это не верю. И я с этим постоянно сталкиваюсь, я объясню, с чем это связано с моей точки зрения. И
Каждый человек, когда человек рождается с талантом, я не говорю про себя сейчас, я говорю про просто людей. Когда человек есть талант, или когда у человека есть какое-то умение, особенно то, которое с ним всегда, интеллект, умение вязать, я не знаю, умение рисовать, человек склонен ошибаться, что это легко, и все это могут, и у всех такое есть. И поэтому очень часто мы обесцениваем свои таланты и обесцениваем вот это все. И когда нам снаружи говорят, мы в это не верим, потому что ты находишься в таком как будто пузыре, и тебе кажется, ой, я умею вот это. Поэтому я бы хотела обратиться ко всем людям и к тем, которые внутри пузыря, что нужно слушать, что тебе говорят снаружи, потому что им виднее. И к тем, которые снаружи пузыря. Если вы видите у человека какую-то искру, подойдите и скажите ему об этом. Потому что, возможно, это единственное, что ему нужно услышать, чтобы поверить в себя. Люди, мы не видим этого, и мы не говорим. И я каждый день с этим сталкиваюсь. С собой, опять же, в волонтерстве, в жизни. Если есть искра, я тебе постоянно говорю про твои таланты и про то, я не знаю, где ты находишь силы. И я безумно благодарна тебе за этот подкаст, за те подкасты, потому что я знаю, что люди тебя смотрят, люди читают, и ты люди подбадриваешь и объясняешь, и сколько времени ты тратишь на людей. И это на самом деле дар. То каждая минута... А мне приходят люди с фидбэком позитивным от общения с тобой. И я говорю, да, Наташа такая, да, она чудесная, да. Вот, поэтому ты чудесная. Спасибо тебе большое за твое время. И спасибо за этот разговор. Я с удовольствием поностальгировала и поговорила о себе. Очень трогательно. Спасибо. На этом я сегодня закончу. Но, если честно, это только первая часть интервью с Ирой, потому что по ходу ее рассказа у меня возникало огромное количество вопросов. Например, о том, как Ира умудрилась, будучи студенткой, найти работу проект-менеджера. Потому что, если честно, мне кажется, что это очень большая редкость. Обычно студенты работают на каких-то работах, не требующих квалификации, и начинают свою профессиональную карьеру только после окончания. Или о том, как она устроилась в студию Артемия Лебедева, когда еще не жила в Москве. Или про то, как она переезжала в Америку, о том, как она оформляла документы, какие конкретные визы она оформляла, как она учила язык. Или, допустим, мне было очень интересно, почему Amazon Ире нравится больше, чем Microsoft. Об этом и многом другом вы узнаете в продолжении интервью с Ирой, которое выйдет в ближайшие недели. Подписывайтесь на канал, здесь будет еще много всего интересного. Ставьте лайки, пишите комментарии. И я, и Ира, мы будем очень рады с вами пообщаться. Кстати, в своем рассказе Ира упомянула кофейню в Вирджинии, которую открыли ее знакомые. Я обязательно прикреплю ссылочку в описании, если вдруг кто захочет ее посетить. На этом на сегодня все. Спасибо большое за внимание, вы меня очень мотивируете. Пока, до скорых встреч!